Всем привет! В этом видео покажу еще один вариант сборки декоративного электрокамина в классическом стиле с большой центральной нишей и выступающей полкой. Итак, это базовая поверхность, на которой мы будем работать. Как видите, потолки уже есть, кондиционер проведен, который будет сверху камина, и есть сам камин. Примерный эскиз. По сути дела, наш камин это короба с полкой. Центр большой ниши это стена остается. Снизу ниша для камина, обрамление из полистирола, снизу и сверху. Сверху на камине будет кондиционер установлен. Это наша конструкция в разрезе. Тут видно наглядно, где короба, где пустое место, полка и каминная вставка. Делаем разметку для периметра. Разметка у нас бывает двух видов. По размеру и по привязкам. Например, ширина камина это привязка. То есть от края ригеля до края ниши для штор. Отступ от стены это размер. Примерно 20 сантиметров. Высота полки тоже размер. Она указана в чертежах. Несколько линий отбили. Закручиваем направляющие профиля. Обычно периметры конструкции собираются из направляющих профилей УД. Но могут использоваться и другие виды профилей. С креплением внешнего периметра проблем не возникло. Но вот центральная полка вполне возможно попадает на трассу от кондиционера. Поэтому спорное место, которое вызывает сомнения, мы раздолбили, нашли эту трубу, для того, чтобы гарантированно в нее не попасть дюбелем. С этим местом разобрались. Что еще? Пол еще. В полу у нас трубы. Еще что-то там. Короче, сверлить нельзя. Поэтому мы ставим пяточки от стены, для того, чтобы закрепить нижний периметр по линии разметки. Железо есть. Соберем в первую очередь внешние стенки. Здесь все элементарно и просто. Будем использовать наш обычный метод по сборке прямых коробов, метод вшитого каркаса. То есть сначала закрутим гипсокартонные бортики с небольшим запасом по ширине и размечаем их линиями. Линия изнутри это для профиля, линия снаружи ориентир для саморезов и заодно линия отреза. Шагом 50 см устанавливаем перемычки с лепестками. Они не доходят до линии примерно полсантиметра. К каркасу тоже прикручиваются изнутри. Это одна из причин, по которой у нас нет бугров на внешней части гипсокартона. Потому что шляпки саморезов находятся внутри конструкции. А это почти готовая боковинка. Внешний профиль уже прикручен на 25-й саморезы снаружи и на саморезы по металлу изнутри конструкции. Теперь осталось срезать лишний гипсокартон, и у нас будет готовый бортик. Собрали боковые стенки, и теперь у нас есть границы камина по ширине. Теперь разделим его по высоте, центральной полкой. Центральная полка выступает вперед за плоскость камина, поэтому у нее должна быть надежная опора. В качестве опоры мы установим горизонтальную CD-шку с разницей по высоте в один лист гипсокартона. Обшиваем гипсокартоном нижнюю часть центральной полки. По гипсокартону делаем разметку. По этой разметке будут стоять профиля, которые составят каркас этой самой полки. Как видите, нижняя CD-шка пока просто держит обшивку в горизонтальном положении. Собрали каркас полки. Полка у нас сделана из CD-шек, для того, чтобы она была, во-первых, более крепкой, во-вторых, чтобы набрать нужную толщину, которая указана в чертежах. Все концы профилей в каркасе прикручены на саморезы по металлу. И сама полка сквозь гипсокартон прикручена к нижнему профилю, который является поддержкой для этой полки.
Теперь нужно с помощью уровня или лазера проверить и подкорректировать горизонтальность нашей конструкции. Мы такую коррекцию будем делать с помощью обычного лазера и металлической линейки. Смотрим, какой размер нам показывает луч у стены. И смотрим, какой показывает снаружи полки, по углам. Одинаковые показания по высоте у стены и на внешнем профиле достигаются простым сдвигом опоры вверх-вниз на необходимую величину. Кстати, этой же опорой регулируется вертикальность длинных боковин. Зашиваем гипсокартоном торцы нашей полки. Закручиваем гипсокартон сверху, и у нас получается готовая полка. По этой поверхности делаем разметку для верхней части нашего камина. Здесь у нас простые короба. Для этих коробов мы применим каркасный метод сборки. То есть устанавливаем периметр, а потом угловой профиль, для того, чтобы в него вставлять перемычки. Делаем разметку через каждые 40 см и устанавливаем CD-шки. Перемычки создают каркасную сетку и держат угловой профиль в нужном положении. Во-первых, это ширина короба, во-вторых, его глубина от стены. Угловой профиль должен находиться в одной плоскости между двумя уже готовыми боковинками нашей конструкции. Зашиваем гипсокартоном внутреннюю вертикальную часть нашего каркаса. Как вы видите, по верхней разметке трубы кондиционера вышли ниже, чем нам нужно. Поэтому верх мы оставляем для исправления и займемся нижней частью нашего камина. Разметку делаем по габаритам электровставки. Самое простое здесь это боковые стенки и нижняя полка. С них и начнем. На стене уже знакомый нам направляющий профиль. Сверху короткая УДшка, которая одним концом крепится в направляющий профиль на стене, а другим к поддержке полки и держит ее в вертикальном положении. Собираем стандартный каркас с УДшками в качестве углового профиля и ЦДшками в качестве перемычек. После того, как мы все выровняем в одну плоскость и в нужный размер, зашиваем внутреннюю часть наших каркасов. Теперь между готовыми вертикальными стенками собираем каркас для нижнего горизонтального короба. Горизонтальную часть каркаса обшиваем гипсокартоном в два слоя. Чтобы закончить нижнюю полку, зашиваем переднюю часть нашего камина до первой перемычки. Готово. У нашего камина появляется хоть какая-то форма. Кстати, трубу кондиционера уже подвинули, и мы можем закончить сборку верхних коробов. Собираем простенький каркас и обшиваем его гипсокартоном. Сначала переднюю часть, а затем нижнюю. Так удобнее вытаскивать провода. Готово. Верхнюю часть нашего камина от потолка до полки мы почти закончили. Опять перемещаемся в нижнюю часть. Устанавливаем камин в нишу. Для того, чтобы определить по факту, на каком уровне находится внешнее стекло и на каком уровне находится корпус камина. Это нужно для разметки верхнего гипсокартонного короба. Например, у нас есть ниша, в которой стоит каминная вставка. Вот такая она, на ножках. И у нее должен быть зазор воздушный до стенок со всех сторон. Можно сделать обычный коробок, а мы сделаем мощную стенку
с увеличенным воздушным зазором. Собираем верхний каркас передней стенки, а затем делаем разметку для внутренней полки. Просто удобнее присверливать внутренний периметр, пока гипсокартона нету и ничего не мешает. Затем обшиваем гипсокартоном внутреннюю часть вертикальной стенки. По ней делаем разметку и собираем каркас для полки. Зашиваем ее гипсокартоном. Справа и слева, ближе к внешнему краю, у нас есть узкие полоски гипсокартона. Они нужны для того, чтобы увеличить внутреннее расстояние от корпуса камина до стенок внутри ниши. Устанавливаем крепление для камина. Оно нужно для того, чтобы он просто не вывалился из своей ниши, если за него дернуть. В комплекте есть вот такая планка с крючками, и она ставится на определенной высоте и глубине. С внутренностями мы разобрались и заканчиваем обшивать гипсокартоном внешнюю часть нашей конструкции. Все готово под отделку и установку столешницы. Специально поставил камин для того, чтобы показать, для чего нужны внутренние крепления. Например, камин просто стоит в нише и ничем не закрепленный. Тогда его легко выдернуть. Ребенок может схватиться за верхний край камина и дернуть его на себя. Ну ладно, не за верхний, за вот это вот выемки, это легко можно сделать. Чтобы такого не случилось, нужно поднять корпус, задвинуть внутрь и опустить на крючок. Примерно вот так. Все, с этой стороны готово. Вот можно цепляться, дергать, но со своего места он уже не выйдет. То же самое делаем с левой стороны. Поднимаем, задвигаем и опускаем. Готово. Камин надежно зафиксирован на своем месте. А это начало отделки. Так сказать, белый вариант. Уголки уже стоят и поверхность зашпаклевана. Даже есть столешница. Это искусственный камень на какой-то там кремниевой основе, ребята сказали. Очень прочный материал. На ровную поверхность по эскизу клеятся багеты. Они есть как рамочка вокруг самой электровставки и как обрамление ниши верхней части камина. Первый слой краски. Столешницу заклеили бумагой, чтобы не пачкалась. Багеты и основная поверхность будут одного цвета. Почти готовый камин. Специально установил электрическую вставку, чтобы было представление, как это выглядит вживую. На самом деле смотрится все очень гармонично. Аккуратные зазоры, ровные поверхности. Цвет приятный. Это не белый цвет. Это цвет слоновой кости. Разницу будет видно по потолку. А внутри ниши будет большое зеркало. Ну а на этом мы завершаем наш обзор. Поэтому всем спасибо за внимание и до новых встреч!